Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня готовим стаканчиковый пирог. Готовится такой пирог без весов, очень легко, просто и быстро, из простых и доступных ингредиентов. Кроме того, готовить я его буду без миксера, с помощью венчика или просто даже ложки или вилки. Так что приготовить сможет каждая хозяйка, даже если у вас нет миксера. Такой торт получается нежный, пышный и воздушный. Я готовила его с черешней, можно готовить без добавок или использовать любые другие ягоды, которые вы любите или которые у вас есть. Для приготовления в миску вбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли и также добавляем 1 стаканчик сахара. В этом рецепте используем стаканчик из-под йогурта весом около 150 граммов. Теперь все хорошенько венчиком немного перемешиваем и взбиваем. Итак, всю массу я хорошо перемешала венчиком. Вот такая масса у меня получилась. Далее я добавляю 1 стакан йогурта. Или если нет йогурта, можно заменить его на кефир. Но тогда вкус получится немного другой, но такой же будет удачный. Далее добавляю 1 стаканчик растительного масла без запаха. И все хорошенько перемешиваем до однородности венчиком. Далее просеиваю в отдельную миску 3 стаканчика муки. Просеиваем, чтобы обогатить муку кислородом и избавиться от лишнего мусора. Далее к муке будем добавлять разрыхлитель. Всего я добавляю 2,5 чайные ложки разрыхлителя. Далее сухие ингредиенты тщательно перемешиваем до однородности. Сухие ингредиенты мы подготовили, и теперь будем смешивать с жидким ингредиентом. Для этого сухие ингредиенты я понемногу добавляю к жидким, постоянно перемешивая венчиком. Сразу всю муку не добавляю, для того, чтобы не было комочков, и тесто получилось однородное и воздушное. Так, добавляю всю муку и замешиваю тесто. Итак, в результате вот такое тесто у меня получилось. Обратите внимание на его консистенцию. Оно примерно как сметана. Если получилось более жидкое, добавьте немного больше муки. Но, как правило, 3 стаканчиков муки достаточно. Далее я буду использовать стеклянную форму для выпечки, которую я смазываю растительным маслом. Если у вас металлическая форма, то я советую ее застелить пергаментом и смазать растительным маслом. И далее тесто выливаю в форму. Тем временем духовка уже должна быть разогрета до 180 градусов. Поскольку тесто готовится буквально 5 минут, включите духовку обязательно заранее, чтобы тесто не стояло. Итак, тесто разравниваем ровным слоем. Также я буду использовать черешню, которую я очистила от косточек. Можно использовать свежие или замороженные ягоды и фрукты. Если вы используете замороженные ягоды, то освободите их от косточек и обязательно обваляйте в крахмале, для того, чтобы они не пустили лишний сок и тесто хорошо пропеклось. У меня свежие ягоды, поэтому я не буду их обваливать в муке. Итак, дорогие друзья, отправляем выпекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой, она должна быть сухая. В результате вот такой пышный большой пирог у нас получился. Он поднялся примерно в 2 раза. Украшаю я такой пирог сахарной пудрой. Вот такой красивый, румяный, аппетитный пирог с черешней у нас сегодня получился. Для данного рецепта можно использовать не только черешню, но и другие любимые фрукты, ягоды, которые у вас есть. Давайте же разрежем и посмотрим, какой пирог получился в разрезе. Нож идет как по маслу, буквально проваливается за счет мягкости и пышности теста. Вот так пирог выглядит в разрезе, он очень пышный, воздушный, прекрасно пропекся. Черешни не дали слишком много сока, но при этом их достаточное количество, и они добавляют яркий вкус данному пирогу. Вот такая красота у нас с вами сегодня получилась. Посмотрите, какой он мягкий и пружинистый. Пирог получается нежный и вкусный. Так что, дорогие друзья, готовьте вместе со мной. Я надеюсь, что этот рецепт вам понравится. Особенно учитывая его простоту приготовления, ведь готовили мы его без весов и также без использования миксера. Но если у вас есть миксер, можете замешивать тесто миксером. Это еще больше ускорит процесс. А если нет миксера, используйте венчик, ложку или просто вилку.
Друзья, если понравился рецепт, нажимайте лайк, иначе его потеряете. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. Спасибо, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и пока!